Если там взять все там крупные банки, посмотреть на их там стратегии размещения, что они используют, мы можем говорить, что мобайл — это действительно там уже четкий канал, который всегда у них присутствует. И главное преимущество мобайла? Их так много, что я не могу коротко ответить. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Медиаметрикс ТВ, передача «Мобильная среда», и с вами ее автор и ведущий Руслан Куваев. Еженедельно в этой студии вместе с гостями мы обсуждаем самые последние тренды мобильного рынка, всеобщую мобилизацию нашего населения, интересные рекламные кампании, бюджеты, кейсы и все, что связано с миром мобайла. И сегодня у меня в гостях очередной представитель нашего мобайл-движения Маша Озлецкая. Привет. Руслан, привет. Да. Спасибо большое за приглашение. Тебе спасибо, что пришла. Я тебя сейчас немножко представлю, чтобы наши зрители узнали, кто ты. Мария Озлецкая является руководителем мобильного направления в рекламном агентстве iContext. И, как ты мне сказала, сейчас уже... Пока тайна. Пока тайна, окей. Пока мобильного направления тогда. Да. И тема нашей передачи сегодня — это роль мобайла для перформанс-клиентов, собственно. Потому что iContext — это перформанс-агентство. И мы обсудим то, как мобильные клиенты, точнее, как клиенты воспринимают мобайл и как они используют его в своих перформанс-размещениях. Ну, а агентство iContext, я думаю, не нуждается в представлении. Это одно из крупнейших независимых интернет-агентств вообще в России. Существует с 2002 года. По сути, уже 14 лет, да, агентству, и стояло у истоков, наверное, всей интернет-рекламы, и специализируйтесь на omni-digital маркетинге, и именно поддерживайте перформанс-подход в маркетинге, в размещениях. Маш, до iContext у тебя был опыт работы в крупнейших банках России, и сейчас есть у тебя опыт работы с такими клиентами в сфере банков и финансов. Как ты вообще оцениваешь релевантность и эффективность диджитала и мобайла для таких клиентов, и как эти каналы вообще воспринимаются в этой сфере? Да, ты все правильно говоришь насчет банковского сектора. Вообще, в целом, мне кажется, это клиенты такого направления, вообще с такой специфики своей деятельности, что весь диджитал им очень нужен. Они там уже давно размещаются, они уже понимают свою эффективность и, собственно говоря, в том числе и мобильная реклама. Если немножечко углубиться в это направление, я могу сказать, сколько я уже довольно-таки давно занимаюсь мобильным направлением, и, наверное, стоит сказать, что вообще банки это те, кто первые пришли вообще в мобайл. То есть я честно могу сказать, что первым моим клиентом был именно банк. Соответственно, при том, что если мы говорим про банковский вообще сектор, про услуги финансов, то мы понимаем, что, наверное, конечными их KPI и целями являются какие-то конкретные целевые действия, заявки, ипотеки и прочие истории. То есть, соответственно, это такой прям перформанс. И мы понимаем, что мобайл действительно работает на эти цели очень хорошо. То есть, если взять все крупные банки, посмотреть на их стратегии размещения, что они используют, мы можем говорить, что мобайл — это действительно уже четкий канал, который всегда у них присутствует. То есть must-have такой инструмент. Да. У меня было очень большое количество опытов работы с банками, как ты сейчас сказал, и все еще он есть, и будет продолжаться. И я могу сказать, все клиенты, которые к нам приходят, очень наглядно видно с точки зрения различных активностей, и контекстных, и видео, и медиа, и тот же самый мобайл, и я могу сравнивать то, насколько он хорошо работает по сравнению с другими активностями. И я могу сказать, что в некоторых случаях мобайл действительно иногда даже работает и лучше каких-то привычных каналов, которые прям самые конверсионные для клиентов. Но что тоже очень важно отметить, вообще, если мы говорим про мобильную рекламу, то нужно отталкиваться от того, что у клиентов, в частности у банков, должны быть качественные мобильные продукты. То есть, если это сайт, то он обязательно должен быть адаптирован под мобильные
соответственно, реалии какие-то. И если мы говорим уже там про какие-то заявки, то нужно понимать, что если у клиента это 10 полей, и пользователь там со своего устройства выходит в интернет и хочет там взять ипотеку или оформить кредитную карту, то вряд ли он там эти 20 полей будет заполнять. Это нужно учитывать и, соответственно, делать качественные мобильные продукты и максимально как-то удобные для пользователей. Там, форма заявки там 3-4 поля, там какой-то первичный скоринг, и в этом случае эффективность будет действительно высокая. И тоже стоит отметить, что если там мы смотрим, как бы очень многие клиенты боятся делать вот эти короткие формы заявок, потому что недостаточно информации. Но по своему опыту могу сказать, там, используя различные технологии мобильной рекламы, мы действительно можем приводить качественных пользователей, потому что мы эти заявки потом действительно фильтруем, смотрим на их качество, и все очень хорошо в этом сегменте. Круто. А может быть, ты своим экспертным мнением можешь оценить, у какого процента клиентов вообще есть вот эти самые качественные мобильные продукты, или хотя бы более-менее адаптированные сайты и формы к мобайлу? Слушай, это мы сейчас в частности про банковский сектор или вообще в целом? Можно в целом так просто прикинуть, то есть это меньше половины, больше половины? Вот раньше это были вообще уникальные, я бы так сказала, единицы. Но мобайл действительно, он настолько быстро развивается, то есть там уже, наверное, по истечению года сейчас все входящие клиенты, не все, но процентов, наверное, 80 действительно, мы их всех, естественно, проверяем, имеют действительно адекватные, адаптированные под мобайл продукты. Они, конечно, не всегда хорошо работают, есть какие-то погрешности, там, высокая скорость загрузки и прочие недостатки, но в целом нужно понимать то, что клиенты уже к этому пришли, к пониманию необходимости мобайла. Круто. Я упомянул о том, что iContext — это перформанс-агентство в первую очередь, и можешь ли ты резюмировать, в чем преимущество перформанс-подхода в мобильной рекламе для клиентов, и почему вы идете именно по этому пути? Вообще, в целом, конечно, мы ориентируемся на рынок. Что сейчас вообще происходит, на поведение людей. Сейчас все потихонечку пользователи уходят в мобильное устройство. Не то чтобы уходят, но это еще один инструмент, помимо там компьютера, там, планшеты те же самые. Вот, соответственно, в чем хороший перформанс в данном случае, чего греха таить, телефон — это самое личное наше устройство. Да. При этом мобильные технологии, они позволяют нас очень детально о нас понимать. Соответственно, там наша модель поведения, вплоть до того, там, где мы живем, где мы работаем, какие-то локационные истории. Плюс, если там еще это все сметчить с десктопом, то как бы о нас представляется вообще наиболее полная картина. И благодаря, наверное, вот такому четкому портрету пользователя мы можем, на основе этого понимания, мы можем максимально быстро до него достучаться и, соответственно, понимаем, что ему нужно, и поэтому как бы перформанс здесь действительно очень хорошо работает. Круто. А ты можешь обозначить, какие KPI в основном клиенты ставят перед вами, как перед агентством, в мобайле, я имею в виду? Что, может быть, по сегментам, то есть самые популярные и туда дальше. Да, ты правильно сказал, потому что все-таки, наверное, стоит глобально там по каждой тематике отталкиваться. В целом вообще я могу сказать, что несмотря на то, что есть там какие-то недвижимость, банки, авто, нужно понимать, что у каждого клиента все-таки на входе KPI уникальные. То есть у каждого все-таки свои там особенности бизнеса, и, соответственно, на основе этого бизнеса клиента мы уже понимаем его цели. Наверное, глобально, там широкими мазками, для автомобильщиков это какие-то заявки на тест-драйв, может быть, звонки. Если это банки, это, конечно же, заявки, тоже там какие-то формы можно заполнить обратной связи. Очень большой сегмент мобильных приложений. Здесь, конечно, это установки, объемы этих установок, стоимость установок. И глобально нужно говорить, что нужно еще смотреть глубже, и мы смотрим глубже не только установки и стоимость, а качество этих установок, насколько они релевантны. Соответственно, если это недвижимость, это тоже звонки какие-то, или тоже заполнение формы обратной связи. Как-то, наверное, вот так вот. То есть
очень популярная, наверное, в отличие от десктопа, как раз история со звонками, да, потому что проще одним нажатием сразу совершить звонок, и то есть ты горячий клиент, и ты сразу звонишь, и как бы да, действительно. это гораздо приятнее. Круто, понял. А если говорить непосредственно о мобайле, то какие, может быть, каналы, источники вы используете в перформанс-компаниях? И, может быть, ты сможешь описать плюсы и недостатки каждого канала источника и почему, то есть на основе чего вы выбираете в конкретной компании, какие источники будут применяться? Слушай, ну на самом деле я сторонник того, чтобы особо никого не критиковать с точки зрения там, недостатков. Разумно. Разумно. Вот. Глобально, если смотреть на всю эту историю, приходят клиенты. У нас особенность нашего агентства такая, там, исторически так сложилась, что у нас обычно это крупные, умные, хорошие клиенты, большие. Вот, и даже несмотря на то, что они к нам приходят как бы за перформансом, нужно понимать, что все-таки у нас глобальный подход, мы делаем стратегии, в которых присутствует очень большое различное количество каналов. Это может быть даже самая там классическая медийка, какие-то такие глобальные креативные истории даже могут быть. Но общий смысл того, что если там смотреть на всю эту воронку, все как бы это должно в итоге привести к тому, чтобы мы получили какие-то конкретные цели, то есть все-таки сработали на перформанс. А к чему я все это говорю? К тому, что если брать различные там стратегии продвижения, все начинается, например, с имиджа, с каких-то охватов. Здесь хороши такие мобильные каналы, как там мобильная медийка. Это там может быть размещение на каких-то охватных сайтах, в мобильных приложениях, на мобильных версиях сайтов. Это может быть даже, например, в метро. Плюс также важно отметить, что в рамках различных мобильных каналов есть различное большое количество форматов. То есть даже там в рамках того же MyTarget на верхнем уровне нашей стратегии, когда мы говорим про имидж, это может быть какое-нибудь видео, соответственно, там мобильный YouTube, вот вся эта история. И дальше уже, когда мы все ближе и ближе там приближаемся к решению конкретных задач, здесь мы используем уже мобильные каналы, которые наиболее конверсионные, и плюс такие же форматы. Ну, наверное, сейчас ничего такого нового, удивительного не скажу. С точки зрения перформанса все-таки мы пока полагаемся на мобильные социальные сети, это MyTarget, Facebook, на мобильный контекст. Но иногда мы еще можем использовать какие-то мобильные сетки, работающие по технологии RTB, тоже здесь имеет место быть. Окей. Маш, ну ты, наверное, согласишься, что иногда конверсии являются такими сложными, которые интересны для клиента, например, оплаченные заказы, да, или те же заявки и банки, и недвижимость, они пытаются изощриться все больше, и, например, иногда встречаешь, когда бриф от клиента приходит, что нам нужны звонки, но чтобы клиент с нами говорил не менее 2 минут, например, время разговора. Конечно. То есть, ну, такие более глубокие конверсионные действия. Но для оптимизации наверняка важно учитывать и предыдущие шаги в воронке, и вот как раз какие показатели наиболее важны при аналитике и оптимизации компании, по которым отслеживается. То есть, если мы будем ждать, например, каких-то сложных конверсий, то у нас временной лаг увеличивается, и мы не понимаем, это может на месяц растянуться, и по сути у нас оптимизация застопорится в этом. Да, ты, конечно, все правильно говоришь. Есть некоторая проблема, но на самом деле есть пул клиентов, у которых вот этой истории нет, и мы сразу как бы можем, кооперируясь, конечно, там, с клиентом, отслеживать все эти истории. Там, если с нами максимально оперативно делится там, аналитикой клиент своей внутренней, с точки зрения, вот ты говоришь, например, даже той же там, времени звонка, здесь как бы все гораздо проще, если есть понимание на нашей стороне, там агентской, конечно же, и на стороне клиентской, взаимовыгодная помощь, и все хорошо. А в целом, если мы говорим про отложенные действия, это, например, там авиабилеты, здесь, конечно, мы заранее с клиентом понимаем всю эту ситуацию, благо клиенты сами это понимают, и мы там, например, до старта рекламной кампании все вот эти истории оговариваем. На что мы смотрим?
на что стоит смотреть? Конечно же, на то, как часто люди посещают там мобильное приложение, насколько там на ретеншн, как часто они возвращаются, что в целом они вообще делают. То есть, ты знаешь, что это очень сложно сказать, потому что каждый продукт уникален, и там даже возьмем какое-нибудь мобильное приложение, в нем есть какой-то набор целевых действий, который может выполнять пользователь. И, соответственно, вот ориентируясь на них, мы уже смотрим, за активностью следим, и на основе этого делаем уже какие-то выводы с точки зрения качества этого трафика. Вот как-то Круто, так. круто, понял. А если не про мобильные приложения говорить, а про сайты, да? Про сайты. Стандартно время, проведенное на сайте, при том, что вот действительно ты правильно сказал, это тоже перед нами очень часто KPI ставят такие клиенты. То есть это там время, проведенное на сайте, как я уже сказала, глубина просмотренных страниц, возможно, какие-то, знаешь, действия мы отслеживаем с точки зрения пример авиабилетов, там поиск, выбор, это пока еще может быть не покупка, ну, то есть какая-то, вот, знаешь, активность, которая максимально близко находится вот с этой конечной целью, которая нам так важна с клиентом. Круто. Знаешь, всегда очень интересно, когда большие агентства, они приводят какие-то бенчмарки, на которые клиентам стоит ориентироваться, потому что я много общаюсь с клиентами, и клиенты зачастую не понимают, какие вообще KPI есть как раз по вот этим медийным показателям на сайте. Они понимают десктопные показатели, пытаются их перенести в мобайл, и зачастую, ну то есть сложно представить себе сайт, на котором человек будет проводить 6 минут, например, да, с мобильного устройства. Но они говорят, ну в десктопе же у нас проводят. Вот ты можешь немножко просто так тоже обозначить, какие показатели являются более-менее нормальными для мобайла с точки зрения поведения на сайте? Слушай, ну тоже очень вопрос очень широкий, потому что для каждого бизнеса они на самом деле свои. И на самом деле иногда показатели с мобайла с точки зрения там, каких-то качеств поведения на сайте, вовлеченности, времени, глубины просмотра, они на самом деле бывают сравнимы десктопом, а иногда даже бывают и лучше. Там очень хорошая активность на самом деле с точки зрения вот именно времени, там с планшетов мы зачастую видим. Ну, потому что все приходят там вечером домой, берут свои там, значит, вот эти таблетки и что-то там на них смотрят, зависают, и они гораздо удобнее, например, чем десктоп. И поэтому, когда к нам клиенты приходят, благо у нас есть большое количество опыта, соответственно, у нас есть возможность вот эти все истории в разрезе там каждого клиента, каждого направления, каждой тематики все это сравнить. И, соответственно, адаптируясь там на всех наших клиентов, которые у нас были до этого, мы анализируем и, соответственно, вот эти какие-то средние показатели обсуждаем. Окей. Понял. А ты уже начинала упоминать о том, какие сегменты у вас в агентстве клиентов наиболее активно используют мобильный перформанс-маркетинг. Давай немножко резюмируем, наверное, какие конкретные сегменты. И, ну, то есть это мобильные приложения, недвижимость, авто, банки, финансы. Банки, финансы, e-commerce. E-commerce. Очень хорошо. Еще, я даже не знаю, как, наверное, правильно этот сегмент называть, вот, например, афиши рестораны, то есть какие-то генераторы, бронирование, всякая вот такая история. Потом это авиабилеты, всякие бронирования отелей. Это сервисы или авиакомпании? Это и то, и то. И то, и то. И то, и то. Вот. Ну и в целом, как мы с тобой обсуждали еще до передачи, это в целом игровой сектор, наверное, самый масштабный сейчас в мобайле, но у нас в агентстве с ними меньше истории, но тем не менее тоже очень актуально. Еще хотела сказать, еще вот знаешь, очень хорошо с мобайла реально работает, гораздо перспективнее там всех остальных каналов дейтинги. Сайты знакомств, мобильное приложение знакомств. Вот это действительно вообще очень хорошо прет. Ну, мне кажется, они просто уходят уже все в мобайл. И если раньше были сайты знакомств, то теперь это все в мобильном приложении. Да, у нас недавно был запуск очень такого крупного клиента по дейтингу. И, соответственно, там довольно-таки специфический узкий сервис знакомств. И был масштабный такой запуск. Всего, чего только можно было, и десктопа, и мобайла, и мы увидели очень хорошие показатели именно с мобильной рекламы.
Круто, Да. отлично, рад слышать. А есть сегменты среди ваших клиентов, для которых вот сейчас мобильный перформанс, он вообще не актуален, и вы им как-то предлагаете, но они совсем что-то противятся? Ты знаешь, я вообще на самом деле считаю, что мобильный перформанс, он в целом всем актуален. Главное найти какой-то подход. И, наверное, надо начинать все с того, что если чего продвигать. Если, например, у клиента нет хорошего мобильного продукта, то что бы мы ни делали, наверное, ничего хорошего из этого не выйдет. И поэтому, если мы понимаем, что есть там n клиент такой-то тематики, и эта тематика, она действительно хорошо работает в мобайле, то, конечно же, мы клиентам рассказываем, и что приятно, нас готовы слушать. И даже сейчас там, мы участвуем там, в различных тендерах, приходит очень большое количество клиентов, и они очень заинтересованы в мобайле, то есть они очень хотят, они готовы нас слушать и там какие-то наши рекомендации воплощать в жизнь. Вот так. Понял. Маш, а можешь тогда привести примеры каких-то ярких, интересных кейсов именно с мобильного перформанса, которые вы провели компанией? Может быть, какие источники использовать, какие механики? Какими-то инсайтами поделиться, что сработало, что не сработало, на что вы рассчитывали, в целом об опыте рассказать. Так, ну давай, наверное, я начну с одного банка. К сожалению, назвать я его не смогу. Очень крупный. Он слишком известен, чтобы... Слишком известен, чтобы его называть. Мы продвигали потребительский кредит. При том, что банк пришел там давно. И надо отметить то, что все любимые наши мобильные площадки, они были хороши, но не так еще хороши, как сейчас уже. То есть там был какой-то минимальный инструментарий, и смысл был в чем? Какой мы использовали подход? Продвижение было в мобильных социальных сетях. И мы проанализировали еще на входе, выделили 8 целей, на которые обычно люди берут кредиты потребительские. Все 8 не перечислю, но условно там авто, свадьба, путешествия, образование. Соответственно, на основе вот этих тематик мы разделили как-то всю аудиторию, исходя из интересов. И для каждой аудитории сделали свои креативы. И, соответственно, мы так немного потестили и поняли, что этот тест выльется в очень масштабное размещение, которое в итоге продлилось год. При том, что у нас был там конкретный KPI по стоимости заявки, в котором мы потом тоже проверяли на качество. И благодаря вот этому подходу, это был мобильный сайт, использовали мы там аналитика стандартная, это Google Analytics, ну и плюс данные со стороны клиента. И рекламная кампания длилась около года, и по итогам то есть у нас было очень большое количество заявок, мы масштабировались, и при этом стоимость этой заявки в итоге была даже на 5% ниже того, что хотел клиент. То есть вот так хорошо сработал мобайл именно для банка. Ну, то есть это сегментирование, да? Сегментирование, важный этап с креативами. Да, при том, что креативы вообще мы меняли еженедельно. То есть, чтобы... то есть оптимизация, да, самое лучшее оставляли. Чтобы аудитория не выгорала, чтобы ее заинтересовывать, вот такой подход был использован. А еще мобильное приложение, например, могу рассказать, Купи.Вив, одежда. Здесь была интересная история с точки зрения того, что изначально клиент пришел с определенными хотелками по объемам установок и по их стоимости. Замещение тоже было в социальных сетях. Трекинг там был мощно хороший, AppsFlyer. То есть, который нам позволял очень много всего видеть и понимать вообще, насколько наше размещение идет эффективно. Ну, а, например, что важно видеть для вас? Для нас было важно видеть установки, их стоимость и как эти установки, а именно люди, потом покупают в мобильном приложении. Вот. И изначально, как я уже сказала, у нас KPI был стоимость установок. И вот так мы шли и поняли, что стоимость установки была довольно-таки низкой, по пожеланию клиента. Вот. И мы поняли, что качество этих установок желает лучшего. И... За такую стоимость, да? Да. И по итогам там, каких-то совместных переговоров мы поняли, что вообще стоит отойти от этой модели оптимизации
по стоимости установки, к чему я сейчас всех вообще в целом призываю, и смотреть именно на качество этих пользователей с точки зрения покупок. И мы перешли на оптимизацию по CPO. И после того, как мы перешли на такую оптимизацию, стоимость установки выросла, но при этом объемы покупок, то есть аудитория стала более качественная, объемы покупок резко там возросли, доходность возросла, и CPO в итоге там было на 15% ниже того, что мы вообще в целом желали. А CPO через тот же AppsFlyer вы отслеживали? Да, все мы это отслеживали с помощью, еще интересная история с недвижимостью. Клиент наш, лидер групп, у него такой жилой комплекс, если мне память не изменяет, город счастья был. Смысл был в том, что нужно было, конечно, продавать квартиры. От нас хотели звонки. Звонки, как ты говорил, вот качественные, которые должны были какого-то промежутка времени быть, ну и, соответственно, вменяемые, адекватные. Здесь это была мобильная версия сайта, здесь мы использовали там свою аналитику, такую там как Google Analytics, и, соответственно, аналитика на стороне клиента с точки зрения качества звонков. Там колл-трекинг какой-то стоял, не помню какой конкретно, но не суть. Вот. Размещение было в RTB-сетке. Соответственно, плюс еще был поставлен пиксель этой сетки, чтобы она максимально могла эффективно оптимизировать всю эту историю. Вот. Здесь размещение, оно разбилось немножечко по двум, так скажем, направлениям. Первое – это было размещение на конкретных площадках определенной тематики, то есть, соответственно, были выбраны сайты, там мобильные приложения, где люди приходят за поиском квартиры, там какие-то сайты про недвижимость и прочие истории. А вторая, значит, рекламная кампания была на аудиторию по RTB, то есть без привязки к конкретным местам размещения, но по интересам. И здесь нам даже клиент разрешил рассказать цифры по итогам такого вот у нас размещения. Стоимость звонка была 2500 рублей. При этом стоимость клика была 4 рубля. Ну, мне кажется, это на самом деле очень, очень круто, учитывая, там, знаешь, в целом хотелки всех клиентов сейчас тематики недвижимости. Ну и как бы надо говорить, что это все-таки было качественное размещение. Да. И еще, наверное, напоследочек расскажу про такую, наверное, не совсем перформанс активность, но тоже любопытную. Клиент у нас есть LG, и у него есть такой флагманский продукт, который отличает его от всех сейчас на рынке, это OLED-телевизоры. Невероятно красивые, прекрасные, вообще просто можно умереть от того, когда ты в них смотришь. Они дорогие, соответственно, здесь была очень важна качественная аудитория. Что было сделано? А вообще LG является спонсором шоу «Голос» с Дмитрием Нагиевым на Первом канале. И в процессе этого шоу там периодически какие-то вывески, соответственно, там фразы, то, что спонсором там программы является компания LG, и при этом повсюду там вот эти красивые телевизоры были. Но смысл в том, что это было очень как бы абстрактно и очень охватно, и нужно было конечным пользователям рассказать о прелестях этого телевизора. И что было сделано с нашей стороны, тоже размещение в социальных сетях, за несколько там минут во время рекламы на шоу «Голос» и там после запускались промо-посты в социальных сетях, которые там были видео, обычные какие-то текстовые истории, которые рассказывали именно о преимуществах этого телевизора. Соответственно, есть огромное количество исследований, как мы все знаем, все люди сидят на диванах, смотрят телевизор, а телефон лежит рядом. Да. И там во время рекламных пауз мы берем, куда-то там бежим, смотреть, там общаться с друзьями. И, соответственно, мы оценивали эту рекламную кампанию по уровню там, взаимодействия с этими промо-постами. И порядка на 15% она был выше, чем в целом там, по сравнению с другими рекламными активностями. Без синхронизации с таким телевизором, да? Да. А сейчас еще MyTarget выкатил вот эту технологию, которая автоматически запускается всякие истории, рекламу, синхронизируя с телевидением. То есть услуга довольно-таки популярная, имеет место быть, и, как мы сами убедились, она действительно очень хорошо работает. Круто, спасибо за кейсы, очень интересные. Я думаю, было полезно всем слушателям. Маш, ну в этой студии мы часто говорим о том, что, конечно же, всем клиентам хотелось бы
Вообще в идеале им хотелось бы не просто перформанс-маркетинг некий, когда заявки, установки те же, а уже прям переходить, чуть ли вы нам не заработаете, а мы вам за это чуть-чуть заплатим. Ну, то есть максимальное погружение в их бизнес, к тому, чтобы делать прибыльными их бизнес и в целом такой уже ультра-перформанс-маркетинг, когда наиболее глубокие KPI и погружения. Однако не все, я бы даже сказал, наверное, немногие каналы могут действительно обеспечивать такие глубокие KPI и такой действительно сильный перформанс-маркетинг. И вот эти результаты, они кажутся, ну то есть площадки и какие-то платформы, каналы, их тоже можно понять, потому что чем глубже KPI, тем больше зависимость от самого продукта, от самого клиента, банально от качества работы его сервиса, какого-то поддержки, да, допустим, когда мы там не просто за звонки, а вот те же звонки с определенной длиной. Может быть, у вас менеджеры просто отвечают, как... Или вообще не отвечают. Или вообще не отвечают, да, что тоже часто бывает. И по сути мы будем действительно работать в минус. И как ты оценишь вообще уровень перформанс-маркетинга в мобайле сейчас? То есть какие KPI действительно можно обсуждать с клиентами, и можно на них как-то ориентироваться и подписываться? И куда вообще, по твоему мнению, стремится рынок? К чему мы придем? Это будет все больше и больше погружения в перформанс и в более глубокий KPI. То есть сначала были у нас инсталлы, раньше вообще у нас были сначала просто клики, переходы в стор. Потом появились инсталлы, потом появились какие-то ретеншены, активации, затем заказы, подписки, пролонгация. И в итоге там сейчас уже иногда такие KPI выставляются, что просто удивляешься. То есть revenue share это просто детский сад по сравнению с тем, что есть сейчас. Или же это будет к разделению просто. Будет какие-то медийные истории, вот медийная реклама, которая работает на охват, на знания, на повышение бренд awareness, когда мы рассказываем про ваш бренд. А вот есть перформанс, который в том числе за счет вот этого медийного давления, он тоже гораздо улучшает свои показатели, потому что одно дело, когда ты продвигаешь Яндекс.Такси, условно, да, который сильный бренд, который размещается на телеке и который многие знают. А другое дело, точно такой же сервис, с точно таким же функционалом, ну какой-нибудь там Бутово такси, да, образно. И конечно, перформанс-показатели будут совершенно разные у них. Слушай, ты сейчас правильно сказал по поводу вот этих всех историй про то, что сейчас уже никому не интересны там стоимость установок и прочая история. И действительно все вот эти риски, скажем так, они перекладываются на агентство. Отчасти это правильно, отчасти это неправильно, но это, наверное, мало кого интересует, просто рынок уже такой. То есть мы понимаем, что все клиенты приходят к нам и говорят, что вот они там хотят такие-то там цели конкретные, доходы, ROI, ДРР и прочие истории, соответственно, это уже условно головная боль агентства. Как мы работаем? Мы на основе там своего опыта понимаем достижимость вообще таких показателей, можем ли мы обеспечить клиента или не можем, соответственно, мы делаем какую-то аналитику вообще изначально продукта клиента. И, конечно, все-таки все начинается с теста. И за этим тестом мы внимательно следим. И порой сами звоним в такие колл-центры и проверяем, насколько там хорошо работает у клиента, потому что ситуации бывают разные. И как бы когда ты ведешь все рекламные кампании, все эти обвалы странные, их видно, и как бы сразу возникает мысль, мы можем тоже помочь. Но, конечно, вообще глобально я все-таки верю, надеюсь, что все это будет всегда совместная работа, и клиенты как бы тоже понимают, что это их бизнес, за которых у них болит душа, и, соответственно, вот при такой грамотной синергии мы будем все-таки, наверное, развиваться, все у нас будет хорошо, и, соответственно, агентство будет брать на себя эти риски, брать на себя даже не риски, а ответственность за выполнение таких глубоких уже KPI-ев, и я думаю, что в целом, наверное, все будет хорошо. Но, как я уже сказала, нужно, конечно, внимательно за этим всем следить. Что касается того, насколько будет вообще развиваться перформанс, медийная, мобильная активность,
Слушай, выхода уже нет, потому что все смотрят, всем нужны там живые люди адекватные. Все живые люди уже в мобильных своих устройствах. То есть это просто уже сложившиеся такие реалии, от которых мы никуда не убежим. Соответственно, конечно, это будет все развиваться, потому что людей нужно доставать, и более того, в мобайле вообще есть своя уникальная аудитория, которую только там можно и, значит, найти. Ну да, КНС прогнозирует 16 миллионов человек. Да, то есть вот до недавнего времени это было 15 миллионов, уже, понимаешь, 16 миллионов уникальных человек. Соответственно, от этого никуда не деться, и все, и перформанс-активности, и медийка, она, конечно, будет развиваться. Я думаю, что это будет все развиваться все с точки зрения технологий, потому что сейчас там мы активно следим за площадками, и у них постоянно какие-то новые, они выкатывают штуки. И с точки зрения перформанса, и с точки зрения даже той же медийки, там всякие видео нового формата, возможно, какие-то там кнопки с целевыми действиями. Ну, то есть, понимаешь, вот эти все технологии, они развиваются. И я думаю, что рынок будет очень быстро расти. Со стороны клиентов мы уже видим там полное понимание, полная там необходимость. Кто-то уже там давно в мобайле, кто-то только приходит, но они уже приходят. Соответственно, я думаю, что это очень перспективный рынок, все будет очень хорошо, и как бы и площадкам есть куда расти, и клиентам есть куда расти. И я думаю, что в ближайший год тоже мы увидим какие-то абсолютно интересные вещи. Да, согласен с тобой. На самом деле у нас тоже в платформе очень большой рост мы наблюдаем год от года, то есть это сотни процентов именно в клиентских деньгах, и это не может не радовать, но тем не менее есть же и какие-то сложности, какие-то барьеры на пути к росту вот этой мобильной рекламы, и в том числе с точки зрения перформанс-маркетинга, ну, комплексно в целом есть сложности, которые необходимо преодолевать. Может, их обозначить, какие барьеры ты видишь, и обозначить, то есть основные такие, знаешь, как не барьеры, а такие чекпоинты, которые нам нужно в будущем преодолеть, решить, чтобы этих мобильных денег становилось все больше и больше. Слушай, здесь нужно, наверное, разделить глобально два блока. Это клиентские истории, там, рекламодателей конечных, и истории площадок. Начну, наверное, с клиентов. Какие здесь есть некоторые барьеры. Вот сейчас, конечно, стало лучше, но, тем не менее, есть непонимание аналитики. А мобильная аналитика, как ты знаешь, она довольно-таки сложная. Если, в частности, если мы говорим про мобильное приложение. Соответственно, там год назад буквально приходили клиенты, и когда там на вопрос, какая у вас трекинг-система, я получала в ответ, а что такое трекинг-система? А сейчас уже немножечко все по-другому приходит, либо уже с готовым решением, либо с рекомендациями, но тем не менее есть проблемы с точки зрения интеграции, сложности, настройки, но как бы на то оно и есть рекламное агентство, в частности мы, которым мы готовы там взять на себя эту работу, давать рекомендации и, соответственно, помогать. Но пока такая небольшая, но проблема есть. С точки зрения еще клиентов есть все еще, как бы, их, конечно же, меньше, но, как мы говорили с тобой, товарищи, у которых нет мобильных продуктов. Соответственно, если там отрасль перспективная для мобайла, то это, конечно, не очень хорошо. И важно понимать, что так как там я человек, у меня есть уже куча устройств на меня, там телефон, планшет, компьютер, то я, а еще если я лояльна в целом какой-то компании, то мне хочется, чтобы мне было удобно везде. И если я прихожу там с мобильного устройства на свой там любимый сайт и понимаю, что он неудобный, не оптимизирован под мобайл, то я могу обидеться. То есть лояльность может снизиться. Еще со стороны клиентов мы всегда стараемся донести, что в целом, как мы сейчас говорим про перформанс, но не нужно отменять того, что есть огромное количество исследований, которые говорят о том, что, возможно, я и не куплю с мобайла, но вот в этой цепочке, которая в итоге приводит к конверсии, он вносит очень значительный вклад.
То есть я с мобайла могу с устройства своего поискать что-нибудь, тот же самый билет, тот же самый какую-то покупку, платье, я не знаю, бытовую технику, но прийти вечером домой и купить с десктопа. Да. И если вот этой истории в стратегии клиента нет, вот этого мобайла, то в целом можно вообще потерять аудиторию, большое количество. Это вот со стороны, как я говорю, клиентов. Со стороны площадок, так как отрасль быстро растущая и развивающаяся, сейчас на рынке огромное количество различных мобильных игроков, различные мобильные сетки и прочая история. И, соответственно, важно понимать, с кем хорошо работать, с кем не очень. И есть истории таких, как все-таки там боты, мотивированный трафик, а если мы говорим там про перформанс, то это, наверное, недопустимо. И, конечно же, это все можно контролировать, главное просто выбрать какой-то грамотный подход, следить за аналитикой, и благо мы уже понимаем, на что там смотреть, куда смотреть, и как понимать, если там, соответственно, идет некачественный трафик с этой сетки. Вот такие, наверное, пока сложности. Круто. Спасибо, Маш. Ну, мы решили в этом выпуске новшество внести небольшое. Это блиц-опрос из 5 вопросов, на которые нужно ответить максимально коротко, желательно там, одним предложением, то есть как-то продолжить мысль или ответить наиболее емко и коротко. Давай начнем? Давай попробуем. Итак, первый вопрос. Мобильная реклама необходима всем рекламодателям, потому что... Лояльность клиентов и своя уникальная аудитория. Секрет успеха в мобильной рекламе? Грамотная стратегия, которая комбинирует все источники трафика, начиная с десктопа, качая мобайлом. Качественный трафик – это? Который покупает. Чтобы клиент остался доволен, необходимо? Комплексный подход, качественные мобильные продукты и, соответственно, общая синергия всей рекламной кампании и всех его активностей. И главное преимущество мобайла? Их так много, что я не могу коротко ответить. Главное преимущество мобайла то, что он в целом, наверное, мне кажется, дешевле. Аудитория, просто уникальная аудитория. Люди там уже. В целом он дешевле, конвертится, и да, вот аудитория вся уже там, поэтому он очень важен действительно. Круто. Маш, подходит к концу время нашей передачи, и предлагаю тебе буквально 30 секунд в камеру или просто мне обратиться к рынку, к клиентам, к коллегам в агентствах, всем, кто занимается вообще рекламой, маркетингом в России, и какое-то свое пожелание, тем более у нас 17-й год приближается. 17-й год. Да, свой какой-то совет, какой-то инсайт, поделиться с точки зрения мобайла, что бы ты порекомендовала, на что обратить внимание и чем заняться. Как мы с тобой знаем, в целом, конечно, на 2017 год я рекомендую всем тем, кто еще не пришел в мобайл, сделать качественные мобильные продукты и адаптировать свои стратегии, используя мобильный канал, потому что это уже просто необходимо. И, соответственно, если товарищи клиенты все это сделают, то все очень будет хорошо. И, соответственно, и площадки будут развиваться, я им тоже желаю счастья, здоровья, чтобы у них все было хорошо, и, соответственно, чтобы они нас радовали своими какими-то новыми технологичными историями, которые будут позволять максимально удовлетворять наших клиентов. Вот так, товарищи клиенты, делайте, пожалуйста, и всем будет хорошо. Маш, спасибо большое за интересную беседу и уделенное время. Я желаю тебе личных и профессиональных успехов, продвижения и вперед к доминированию вообще мобайла. Доминируй и поглощай. А я напоминаю, что это была передача «Мобильная среда». Сегодня у меня в гостях была Мария Озлецкая, руководитель мобильного направления агентства iContext. И обсуждали мы как раз мобильную рекламу и мобайл, его влияние на перформанс-маркетинг для перформанс-клиентов. Выходим в эфир каждую среду в 12 часов. Спасибо, что были с нами. Хорошего продолжения недели и пока-пока.